Кто такой Джеффри Даммер? Почему он считается одним из самых извращенных и безумных убийц современности? Меня зовут Нокс, и я расскажу вам, что творил этот монстр и почему его приговорили к 1000 годам заключения. Правда, другие заключенные решили с ним разобраться иначе. Что они сделали? Расскажу в конце. Но с чего все началось? Даммер родился в совершенно обычной семье в Милуоки. Его родители, Лайонел и Джойс Даммер, были молодоженами, и мать забеременела практически сразу после свадьбы. Отец только завершал учебу в университете, денег в семье не было, но ребенка очень ждали. После рождения сына семья переехала в Айову, где в 1966 году Лайонел защитил докторскую диссертацию по химии. Мать Джеффри была домохозяйкой, и семья жила в среднем достатке. Время мать с отцом не теряли. В это время родился второй сын, Дэвид, и вскоре семья переехала в Акрон, Огайо, где поселилась в пригороде. Когда Джеффри исполнилось 6 лет, он пережил хирургическое вмешательство по коррекции двусторонней паховой грыжи, после чего стал значительно более странным и отрешенным. Лайонел вспоминал, что в возрасте 8 лет Джеффри столкнулся с насильственными действиями со стороны соседа, хотя сам Джеффри это отрицал. Отец заметил, что у мальчика порвано нижнее белье, но неясно, почему он не обратился в полицию. Частые переезды в детстве помешали Джеффри завести близких друзей. Ситуация в семье также ухудшилась. Напряженные отношения между родителями приводили к частым ссорам, и однажды матери пришлось обратиться за помощью в психиатрическую клинику из-за нервных срывов. В трудные школьные годы у Джеффри была верная подруга, собака по кличке Фриски, над которой он любил проводить различные эксперименты сексуального характера. Все это он потом описывал в своей биографии. Его старшие классы омрачились разводом родителей, что сильно потрясло его. В возрасте 13 лет он начал чувствовать свою особенность и вскоре испытал сексуальное влечение к одному из сверстников. В школе Джеффри был замкнут и сторонился общения, часто утешаясь алкоголем и выступая в роли классного шутника, эдакий отморозок, от которого просто старались держаться подальше. Джеффри постоянно чувствовал конкуренцию от брата, ему казалось, что его любят несколько меньше. Брат хороший, нормальный, а он какой-то неправильный и озлобленный. Как вы понимаете, жизни братьев Джеффри и Дэвида разошлись. В то время как младший строил свою жизнь, у Джеффри формировалась необычная и зловещая тяга к мертвым животным. Он собирал их останки, хранил части тел в бутылках с формальдегидом, взятым у отца химика, и даже устроил на заднем дворе своеобразное кладбище для этих животных. Параллельно его фантазии становились все более мрачными, заполняясь дикими и необузданными сценами вроде некрофилии или неспешного расчления. Но хуже то, что он потом начал делать с людьми. Как начался кровавый путь? Даммер признался, что впервые убил человека 18 июня 1978 года. Вскоре после того, как закончил школу и пережил развод своих родителей. Мать уехала вместе с младшим сыном, а отец временно переехал в арендованный номер. Даммер встретил 17-летнего парня по имени Стивен Хикс, который путешествовал автостопом, и пригласил его к себе домой. Там они выпили пару банок пива, покурили травку, и когда Хикс попытался уйти, Даммер оглушил его, ударив стальным блином по голове, а затем задушил. После этого он разделал тело Хикса, сложил части в пластиковые пакеты и выбросил их в лесу, а голову завернул в пленку и спрятал в холодильник. В 1978 году Лайонел Даммер женился во второй раз на женщине по имени Шари. Весной следующего года, по совету отца, Джеффри решил вступить в армию. После завершения подготовки на санитара его направили служить в Баумхольдер, Федеративная Республика Германия. Во время службы он совершил сексуальные преступления против 2 солдат. В 2010 году один из пострадавших сообщил журналистам, что на протяжении 17 месяцев подвергался насилию со стороны Даммера. Другой солдат рассказал, что Даммер дал ему наркотики и изнасиловал его в бронетранспортере. В 1981 году Джеффри был досрочно уволен из армии из-за злоупотребления алкоголем и вернулся домой. По просьбе отца он переехал к бабушке в Висконсин. В последующие годы его дважды задерживали за непристойное поведение. Джеффри часто менял работу, пока не устроился на фабрику, которая производила различные шоколадные изделия. 15 сентября 1987 года произошло второе убийство, совершенное Джеффри Даммером в номере отеля «Амбассадор». Познакомившись со Стивеном Туоми в гей-баре, они выпили достаточно много, чтобы Даммер решил предложить снять номер в отеле.
Утром, проснувшись, Дамер оглянулся и заметил холодное тело Туоми, не имея при этом никаких воспоминаний о происшедшем. В состоянии шока он запаковал тело в чемодан и заказал такси до своей бабули. Но думаете, на этом все закончилось? Дамер решил еще немного развлечься с мертвым парнем, точнее с его остатками. Потом более основательно разделил тело и попросту все засунул в подвал. Дамер также выработал специфический подход к поиску и завлечению жертв. Часто он выбирал своих будущих жертв в барах, особенно в известном милуокском клубе 219, где предлагал молодым людям деньги за то, чтобы они позировали для него. После того, как жертвы оказывались у него дома, он подмешивал наркотики, занимался сексом с ними и убивал. Но не просто так. Парень все время экспериментировал с частями, извращаясь с различными отверстиями и формами. Большинство его жертв были гомосексуалистами, и Дамер мечтал о том, чтобы его любовники были абсолютно послушны. В своих ужасающих экспериментах он даже просверливал отверстия в черепах И вливал туда кислоту, пытаясь выполнить примитивную лоботомию. Проживая у бабушки, Дамер убил еще 2 людей. 25 сентября того же года он переехал и уже на следующий день привел в свою новую квартиру парня из Лаоса, которому только исполнилось 13 лет. Дамер сделал серию фотографий мальчика, напоил его алкоголем, смешанным со снотворным. Несмотря на значительную дозу препаратов, парню удалось выбраться и рассказал своим родителям о случившемся. Как думаете, что сделали с преступником? Предъявили обвинение и отпустили просто под залог. Жесть, да? Когда правоохранительные органы начали пересматривать предыдущие случаи, связанные с Джеффри Дамером, стало ясно, что его поведение уже неоднократно привлекало внимание. Он дважды был пойман на непристойных действиях, включая открытое занятие мастурбацией, что вызвало жалобы со стороны окружающих. Эти инциденты уже тогда сигнализировали о его проблемах, однако не были восприняты достаточно серьезно. 3 психиатров, которые проводили его обследование, пришли к выводу, что Дамер страдает алкоголизмом и не проявляет никакого желания лечиться. Они отметили, что его пристрастие к алкоголю делало его неспособным контролировать свое поведение, что только усугубляло его склонность к девиантным действиям. На суде Дамер признал, что делал фотографии мальчика, но категорически отрицал любые сексуальные отношения с ним и преднамеренное добавление снотворного в его напитки. Он настаивал на том, что мальчик выглядел гораздо старше своего возраста, что, по его мнению, могло бы объяснить происходящее. Прокурор Гейл Шелтон, обеспокоенная серьезностью преступлений и их потенциальными последствиями, требовала 5-летнего тюремного срока для Дамера. Однако судья вынес более мягкий приговор, заключающийся в 1 годе условного наказания с возможностью дневной работы и 5-летним испытательным сроком. Этот приговор был основан на убеждении, что Дамера можно реабилитировать. Однако спустя всего 10 месяцев его отпустили на свободу, что впоследствии стало роковой ошибкой, позволившей ему продолжить свой убийственный путь. Такой короткий промежуток времени между преступлениями только подстегнул Джеффри Дамера к новым ужасным деяниям. Уже в феврале 1989 года, будучи под следствием, он совершил очередное убийство. Его жертвой стал чернокожий гомосексуал по имени Энтони Сирс. Этот случай вновь показал, что его темные желания не могли быть подавлены даже под угрозой наказания. Дамер сохранил череп и гениталии Сирса как трофеи, что стало для него обыденной практикой. Буквально в то же время он убил еще 4 человек, а в начале следующего года еще 3. Как удалось остановить Джеффри? Конерак Синтасамфон, брат одной из более ранних жертв Дамера, сбежал из его квартиры, где они вместе употребляли. Хотя у меня в голове не укладывается, если твоего брата чуть не изнасиловали, то куда ты идешь? И чего ждешь? Мальчика, который был обнажен, окровавлен и находился под воздействием наркотиков, нашли на улице 2 молодые афроамериканки. Они немедленно вызвали полицию, однако, когда офицеры прибыли на место, Дамер убедил их, что это всего лишь ссора между любовниками. Полиция, не усмотрев в этом ничего подозрительного, передала Синтасамфона обратно Дамеру, что стало фатальной ошибкой. В тот же день Дамер убил и расчленил мальчика. Полиция даже заметила странный запах, исходивший из квартиры, где находилось тело убитого за 4 дня до этого Тони Хьюза, но не придала этому значения. Когда Дамера взяли с поличным, полицейские, отправившие Конерака обратно к убийце, были уволены, однако позднее восстановлены на службе. В последние месяцы своей преступной карьеры Дамер убивал с ужасающей регулярностью примерно раз в неделю.
С 30 июня по 19 июля 1991 года он лишил жизни еще 4 мужчин. 22 июля 1991 года Джеффри Даммер решил провести вечер с Трейси Эдвардсом, которого он пригласил к себе в квартиру. На первый взгляд все шло гладко, пока Даммер не достал наручники и не попытался заковать свою жертву. Однако Эдвардсу удалось избежать этой участи. Он вырвался из захвата и выбежал на улицу, где тут же обратился за помощью к проходящему полицейскому патрулю. Офицеры, заинтересованные рассказом перепуганного Эдвардса, последовали за ним обратно к квартире Даммера. Войдя внутрь, они столкнулись с жуткой реальностью, которую ранее могли видеть лишь в фильмах ужасов. Первое, что бросилось им в глаза, это фотографии расчлененных тел. Дальнейший осмотр квартиры только усугубил ситуацию. В холодильнике находились человеческие останки, включая несколько голов, сердце и другие органы. В ванной комнате обнаружили кастрюлю с частями тел, 2 черепа и различные химические вещества, такие как хлороформ и формалин. В буфете и комодах хранились банки с мужскими половыми органами и другие части тел. В шкафу был найден человеческий скелет, скальп и гениталии, а в большой бочке с кислотой плавали 3 человеческих торса. Поняв, что они столкнулись с чем-то невообразимо ужасным, полицейские задержали Даммера. Под давлением улик он признался в 17 убийствах, начиная с убийства Стивена Хикса в 1978 году. 25 июля 1991 года ему были предъявлены обвинения в 4 убийствах, и залог был установлен в $1 миллион. Однако этого было недостаточно. 6 августа к обвинениям добавились еще 8, что подняло сумму залога до $5 миллионов. К 22 августа количество обвинений увеличилось до 15. Защита Джеффри Даммера строилась на идее, что, несмотря на ужасные преступления, он не мог полностью осознавать или контролировать свои действия из-за психического состояния. Адвокат Джеральд Бойл ярко описывал детали преступлений и сексуальные отклонения клиента, подчеркивая, что психически здоровый человек не мог бы совершить нечто подобное. Психиатры, выступавшие с обеих сторон, согласились, что Даммер страдал некрофилией, но не смогли прийти к единому мнению, могла ли эта патология освободить его от ответственности. Прокурор МакКан настаивал на том, что Даммер осознавал преступность своих действий и мог их контролировать как в повседневной жизни, так и в процессе тщательно спланированных убийств. Так, он получил практически 1000 лет пожизненного заключения. Что было дальше? В 1993 году, когда общество стремилось избавиться от физических свидетельств преступлений Джеффри Даммера, произошло символическое событие – разрушение здания, где находилась его квартира. Зачем это сделали? Это действие было попыткой стереть любые напоминания о его деяниях. В том же году Даммер, находясь рядом с отцом, дал телевизионное интервью, в котором выразил сожаление о страданиях, причиненных семьям своих жертв. Тем не менее, многие сомневались в искренности его раскаяния. В последние месяцы своей жизни Даммер столкнулся с серьезными психологическими проблемами, включая суицидальные мысли, что потребовало медицинского вмешательства. 3 июля 1994 года он стал жертвой нападения в тюремной церкви. Заключенный кубинского происхождения пытался перерезать ему горло, используя лезвие, прикрепленное к ручке зубной щетки. Даммер выжил, получив лишь поверхностные ранения. Однако 28 ноября того же года Даммер был убит заключенным Кристофером Скарвером во время уборки в душевой комнате. Даммер, Скарвер и другой заключенный, Джесс Андерсон, были оставлены без присмотра на 20 минут. В это короткое время Скарвер использовал металлический брусок или черенок швабры, чтобы нанести смертельные травмы Даммеру и Андерсону. Даммер скончался в пути в больницу от черепных травм, а Андерсон умер спустя еще пару дней. Этот поступок не стал полной неожиданностью. Скарвер уже давно заявлял, что с ним разговаривают свыше, и даже пытался имитировать психическое расстройство. Некоторые подозревали, что его действия были мотивированы расизмом, ведь он открыто выражал неприязнь к белым, в то время как большинство жертв Даммера были афроамериканцами. Что касается Андерсона, то его неоднократно обвиняли в том, что он пытался переложить вину за убийство своей жены на 2 чернокожих мужчин.
Когда Дамер погиб, его тело почти целый год лежало в морге, прежде чем его кремировали в сентябре 1995 года. Отец Дамера категорически отказался передавать мозг сына для научных исследований, что вызвало бурные споры и обсуждения в обществе. После кремации прах Дамера был разделен между его матерью и отцом с мачехой. В 1996 году адвокат Томас Джейкобсон, представляющий семьи 11 жертв Дамера, объявил о планах проведения аукциона, на котором планировали продать личные вещи серийного убийцы, включая злополучный холодильник и инструменты, использованные в преступлениях. Ожидалось, что аукцион принесет до $1 миллиона, что вызвало волну негодования среди жителей Милуоки. Группа инициативных граждан собрала почти $500 000, чтобы забрать все эти предметы сразу, а потом просто сжечь. Большинство семей жертв поддержали этот план, и он был успешно реализован. И правильно. А что вы думаете? Кстати, если вы любите безумные истории, Умеете писать интересные сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то переходите в мой Telegram, бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр.